Представьте себе мир, где глобальная экономика рушится быстрее, чем вы успеваете произнести слово «кризис». 1931 год стал той точкой бифуркации, на которой зыбкая конструкция послевоенного миропорядка дала первую глубокую и необратимую трещину. Великая депрессия, начавшаяся как финансовый кризис в Соединенных Штатах, стремительно переросла в общемировую катастрофу, обрушившуюся на все крупные державы без исключения. Объем международной торговли сократился катастрофически, на 2/3 по сравнению с докризисным уровнем, что означало фактически коллапс глобальных экономических связей. Безработица приобрела угрожающие масштабы, исчисляемые десятками миллионов человек, а экономики ведущих государств мира погрузились в состояние хаоса, из которого не было видно ясного выхода. Соединенные Штаты Америки, на тот момент обладавшие крупнейшей и самой динамичной экономикой в мире, оказались в самом эпицентре этой бури, потому что ураган зародился именно на их территории. Президент Герберт Гувер, убежденный республиканец и ярый приверженец классического либерализма с его верой в саморегулирующийся рынок, предпринимал отчаянные и судорожные попытки остановить стремительное падение. Он организовывал совещания, подписывал указы, пытался успокоить нацию публичными выступлениями. Но все его меры оказывались запоздалыми, половинчатыми и совершенно недостаточными для борьбы с бедствием такого масштаба. Люди стояли в километровых очередях за бесплатным супом, строили трущобы из подручных материалов, которые называли гувервиллями, с горечью и сарказмом, высмеивая своего неудачливого лидера. Великобритания, которая на протяжении столетий являлась крупнейшей колониальной державой в истории человечества, переживала одновременно и финансовый коллапс, и глубочайший политический кризис, который подтачивал устои некогда незыблемой империи изнутри. Фунт стерлингов, бывший главной резервной валютой мира, дрожал на валютных биржах, а правительство ломало голову над тем, как удержать страну от банкротства и сохранить хотя бы видимость былого величия. Франция, вторая по мощи колониальная империя планеты, казалась на первый взгляд защищенной несколько лучше своих англосаксонских конкурентов, благодаря более консервативной финансовой политике и меньшей вовлеченности в спекулятивные игры. Но и ее ждала вскоре неизбежная волна социальных и экономических потрясений, которая прокатится по улицам Парижа и других крупных городов, обнажив все скрытые противоречия французского общества. Советский Союз занимал в этой мрачной картине совершенно особое и даже парадоксальное место. Будучи единственным крупным социалистическим государством на планете, он оставался в жесткой политической и экономической изоляции от враждебного капиталистического окружения. Но именно эта добровольная замкнутость, ставшая прямым следствием идеологической конфронтации и взаимного недоверия, парадоксальным образом оберегала советскую экономику от разрушительных последствий глобального кризиса перепроизводства. В то время как западные заводы простаивали, а биржи рушились, в СССР вовсю кипела работа над амбициозными стройками. Страна как раз завершала первый этап своей грандиозной пятилетней программы, первой пятилетки, нацеленной на форсированное развитие как промышленного сектора, так и сельскохозяйственного производства. В Азии Китай, хотя и избежал прямого удара мировой депрессии в силу своей аграрной структуры и полуколониального статуса, утопал в собственных внутренних бедствиях, которые были не менее ужасны, чем экономический кризис на Западе. В том же 1931 году катастрофические наводнения в центральных провинциях унесли жизни около 2 миллионов человек, превратив плодородные земли в бушующее море, а националистическое правительство Чан Кайши было вынуждено вести жестокую и изнурительную гражданскую войну против повстанцев-коммунистов на юге страны, раздирая и без того ослабленное государство на части. Пройдет всего 10 лет, и эти 5 государств – Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Советский Союз и Китай – объединятся в антигитлеровскую коалицию, чтобы противостоять самому кровопролитному конфликту в истории человечества – Второй мировой войне. Однако в 1931 году ничто не предвещало приближения столь масштабной и, как казалось современникам, неотвратимой катастрофы. Ни один дипломат, ни один политик не сидел над картами и не планировал глобальную бойню. И все же именно этот год стал судьбоносным, переломным для 3 других наций, которым было суждено сыграть совершенно иную, темную и разрушительную роль в грядущей исторической драме. Эти государства, Германия, Италия и Япония, стояли у истоков будущей оси зла,
хотя тогда мало кто воспринимал их всерьез как глобальную угрозу. Германия, сломленная и глубоко униженная катастрофическим поражением в Первой мировой войне, представляла собой в начале 30-х годов хрупкую, болезненную и крайне неустойчивую демократическую республику. Веймарская республика с рождения была обречена на страдания, и Великая депрессия лишь ускорила ее мучительную агонию. Ни одна страна мира не пострадала от экономического коллапса так сильно, как Германия. Ее фатальная, почти наркотическая зависимость от американских кредитов, поступавших по плану Дауэса, обернулась полным и сокрушительным крахом в тот самый момент, когда поток заокеанских денег внезапно иссяк, словно кран перекрыли одним движением руки. Банки и промышленные предприятия рушились одно за другим, словно костяшки домино. Безработица взлетела до 24%, а еще через год достигла чудовищного запредельного пика в 40% трудоспособного населения. Представьте себе, каждый второй мужчина в расцвете сил не имел работы и не мог прокормить свою семью. В июле 1931 года президент Гувер предпринял запоздалую попытку облегчить непомерное бремя Германии, предложив временную приостановку выплаты военных репараций. Тех самых средств, которые она обязана была перечислять странам-победительницам по итогам Первой мировой войны. Однако лишения, выпавшие на долю простых немецких граждан, неумолимо и безвозвратно меняли политический ландшафт страны, и симпатии разочарованных избирателей стремительно смещались в сторону радикальных сил как крайне левого, так и крайне правого толка. Умеренным было нечего предложить отчаявшейся нации. Италия к тому времени уже прошла свой путь к авторитаризму и попрощалась с демократией. С 1922 года страной железной, несгибаемой рукой правил харизматичный диктатор Бенито Муссолини, основавший первое в мире фашистское государство. Его чернорубашечники маршировали по Риму, подавляя любое инакомыслие, а сам Дуччи громогласно обещал вернуть Италии величие Древнего Рима. Великая депрессия нанесла ощутимый удар и по итальянской экономике, хотя масштабное государственное вмешательство в хозяйственную жизнь позволило несколько смягчить наиболее острые, язвительные проявления кризиса. В Восточной Азии все громче заявляла о себе Японская империя, где последствия глобальной депрессии ощущались не столь остро, как в Европе. Однако внутри неокрепшей молодой японской демократии уже начинали проступать тревожные, зловещие признаки политического экстремизма и воинствующего милитаризма, которые вскоре приведут страну к радикальной смене внешнеполитического курса и переходу к открытой агрессии. Спустя 9 лет, в 1940 году, эти три державы, Германия, Италия и Япония, объединятся в формальный военный союз, который войдет в мировую историю под зловещим и лаконичным названием «Ось». Но что их объединяло на более глубинном ментальном уровне? Всех их связывало нечто важное, фундаментальное и общее. Германия, объединившаяся в единое национальное государство лишь в 1871 году под эгидой Пруссии. Италия, обретшая долгожданное национальное единство в 1861. Япония, древнейшее государство с тысячелетней историей, но фактически рожденная заново и модернизированная в ходе революционных преобразований реставрации Мэйдзи 1868 года. По историческим меркам, по меркам геополитики, все три державы были молодыми, амбициозными нациями, которые опоздали к разделу мира. И каждая из них считала себя глубоко, несправедливо обделенной условиями мирных договоров, подведших итоги Первой мировой войны. В этих странах все громче, все настойчивее звучало требование получить то, в чем им было отказано. Но чем уже владели старые сытые колониальные империи, такие как Британия и Франция. 30-е годы, ставшие десятилетием тяжелейших экономических потрясений и крушения международного сотрудничества, открыли перед этой тройкой так называемое «окно возможностей» – уникальный шанс отомстить за былые унижения и захватить владения, которые они по праву считали своими. Это был путь, который неминуемо вел Германию, Италию и Японию к прямому, кровопролитному столкновению с державами, защищавшими существующий статус-кво. И первый масштабный международный кризис 30-х годов вспыхнул, что характерно, не в Европе, а в далекой экзотической Маньчжурии, на северо-востоке Китая. Японские националисты и милитаристы издавна, еще с конца XIX века,
рассматривали Китай как идеальное поле для имперской экспансии. И на протяжении многих лет Токио планомерно, методично расширял здесь свое экономическое и военное влияние, строя железные дороги, открывая шахты и размещая войска. В портовом городе Даляне уже располагалась мощная группировка японских войск, знаменитая Квантунская армия, созданная формально для защиты японских интересов в регионе, но на самом деле являвшаяся орудием агрессии. Именно группа офицеров-националистов из состава этой армии приняла дерзкое, почти самоубийственное решение поставить собственное правительство в Токио перед свершившимся фактом. Действуя по собственной инициативе, без санкций из столицы, они организовали подрыв небольшого участка железной дороги, принадлежавшей Японии. Эта грязная провокация, осуществленная под чужим флагом, чтобы свалить вину на китайских диверсантов, вошла в историю как Мукденский инцидент. Квантунская армия немедленно, практически в ту же ночь, использовала его как удобный, долгожданный предлог для полномасштабного тотального вторжения в регион. Разрозненные, плохо вооруженные и деморализованные китайские части не были в силах сдержать натиск модернизированной и хорошо экипированной японской армии. К тому же лидер Китая Чан Кайши был целиком поглощен борьбой с внутренним врагом, коммунистами на юге страны, на которых он тратил все свои лучшие войска. Всего за 3 месяца японские войска с ошеломляющей скоростью захватили почти всю Маньчжурию, создав на ее территории марионеточное, полностью подконтрольное Токио государство Маньчжоу-го, во главе которого поставили последнего китайского императора Пу-и. В самой Японии царило неописуемое, почти истерическое ликование. Страну охватила настоящая военная лихорадка, и голоса немногочисленных противников экспансии были грубо заглушены всеобщей патриотической эйфорией. Западные державы, напротив, были глубоко возмущены и встревожены произошедшим. Нападение Японии представляло собой вопиющее, грубое нарушение пакта Бриана-Келлога, подписанного всего 3 годами ранее и обязывавшего все страны-участницы, включая Японию, отказаться от войны как инструмента национальной политики. Лига наций – это хваленая международная организация, созданная для поддержания мира и предотвращения конфликтов, созвала экстренное заседание в Женеве. Однако Япония входила в число 4 постоянных членов Совета Лиги, и вместо прямого и недвусмысленного осуждения агрессора организация предпочла трусливую тактику проволочек и направила в Китай лишь комиссию для расследования обстоятельств инцидента. Спустя несколько недель боевые действия вспыхнули уже в Шанхае, и становилось все более очевидным. Западные державы, истощенные, обескровленные Великой депрессией и погруженные в собственные проблемы, не готовы воевать ради спасения Китая. Это демонстративное бездействие, эта политика умиротворения агрессора не остались незамеченными. Наблюдатели по всему миру сделали из него далеко идущие выводы о слабости Лиги наций и нежелании западных демократий вмешиваться в конфликты на азиатском континенте. Япония поняла, что ей все сойдет с рук. Между тем, 1932 год открылся триумфальной для Италии вестью из далекой Ливии, где генерал Бадольо объявил о долгожданном завершении десятилетней жестокой кампании по подавлению местного сопротивления итальянскому колониальному владычеству. В этой длительной и беспощадной борьбе Рим не щадил никого и ничто. Применялось запрещенное химическое оружие против мирных жителей, создавались концентрационные лагеря для местного населения, проводились массовые казни и показательные репрессии, чтобы сломить волю повстанцев. Жестокое умиротворение Ливии развязало Муссолини руки, и Дуччи, уверовав в собственную непобедимость и военную гениальность, начал грезить о большем, о возрождении величия Древней Римской империи на новом историческом этапе. Он хотел создать Средиземное море как внутреннее итальянское озеро. В Западной Европе, которая всего 14 лет назад была кровавой ареной окопной войны, где погибли миллионы молодых людей, надежды на установление прочного и долгосрочного мира зиждились на Локарнских соглашениях, подписанных в 1925 году. Этот пакет международных договоров гарантировал неприкосновенность западных рубежей Германии и обязывал как саму Германию, так и ее европейских соседей передавать любые возникающие споры на рассмотрение Лиги наций для мирного посредничества.
Среди европейских дипломатов царил тогда неподдельный и почти наивный оптимизм, вошедший в историю под поэтическим названием «Дух Локарно». Это была искренняя, почти религиозная вера в то, что эпоха войн в Европе навсегда осталась в прошлом, и что принципы коллективной безопасности способны предотвратить новый вооруженный конфликт. В феврале того же года в Женеве открылась Всемирная конференция по разоружению, в которой приняли участие представители 61 государства, а в июне Лозаннская конференция приняла важнейшее решение сократить объем германских военных репараций на 90%, что должно было облегчить экономическое положение Веймарской республики и дать ей шанс на выживание. Однако этот политический рассвет оказался обманчивым и недолговечным, как утренний туман. В самой Германии на парламентских выборах того года уверенно доминировала нацистская партия Адольфа Гитлера. Адольф Гитлер – немецкий политик австрийского происхождения. С 1933 года и до самой своей смерти диктатор Третьего рейха. С 1921 года он являлся бессменным председателем Национал-социалистической немецкой рабочей партии. В 1933-1945 годах занимал пост рейхсканцлера Германии, с 1934 года также стал главой государства, а с 1938 года – верховным главнокомандующим вермахта. Именно Гитлер развязал Вторую мировую войну, в ходе которой погибли более 70 миллионов человек, и сыграл центральную преступную роль в организации Холокоста, систематического уничтожения европейских евреев, жертвами которого стали около 6 миллионов человек. Его отношение к вопросу разоружения и к унизительным ограничениям Версальского договора уже очень скоро станет предельно ясным для всех наблюдателей, которые еще сомневались в его агрессивных намерениях. Тем временем Советский Союз во главе с Иосифом Сталиным мобилизовал все доступные, часто нечеловеческие ресурсы ради масштабного индустриального рывка, призванного обезопасить государство от посягательств как внешних, так и внутренних врагов. Первая пятилетка была сосредоточена на форсированном, ударном развитии тяжелой промышленности. Численность рабочих в заводском секторе почти удвоилась, а добыча угля и выплавка стали росли колоссальными, почти невероятными темпами. Историки до сих пор ведут ожесточенные дискуссии о точных цифрах этого роста, поскольку плановые показатели неоднократно корректировались в угоду политическим целям и идеологической пропаганде, а многие данные были просто сфальсифицированы. Однако масштаб перемен неоспорим и виден невооруженным глазом. Производство танков и боевых самолетов достигло огромных объемов, заложивших прочную основу будущей военной мощи СССР. На Украине завершилось героическое строительство Днепрогэса, крупнейшей плотины в Европе, что дало мощный импульс развитию советской электроэнергетики и промышленности южных регионов. Однако в сельской местности политика сплошной коллективизации и создания подконтрольных государству хозяйств привели к глубочайшему катастрофическому аграрному кризису. Неурожай, обрушившийся на основные зерновые регионы, в сочетании с жесткими, почти грабительскими методами государственных хлебозаготовок, обернулись массовым голодом. По оценкам современных историков, общие демографические потери страны в этот период исчисляются миллионами человек, и это страшное бедствие нанесло тяжелейший удар по Украинской ССР, многим регионам РСФСР, прежде всего по Волжью и Кубани, а также по Казахстану. В то время официальный Кремль стремился всячески не афишировать масштаб трагедии, направляя все силы на нужды индустриализации и укрепления обороноспособности, затыкая рты очевидцам. В Испании, где годом ранее была провозглашена долгожданная республика, премьер-министр Мануэль Асанья приступил к проведению радикальных смелых реформ, главной целью которых была глубокая модернизация страны и решительное ограничение влияния католической церкви на государственные институты и образование. Однако эти шаги встретили яростное, ожесточенное сопротивление со стороны консервативных кругов, крупных землевладельцев и высшего духовенства, что закладывало основу для будущего глубокого политического раскола, который вскоре выльется в кровопролитную гражданскую войну. В соседней Португалии тем же летом премьер-министром был назначен Антонио Салазар, экономист по образованию, который приступил к созданию авторитарного корпоративного режима под названием «Эстадо Ново» – «Новое государство», которым он будет бессменно руководить до самого 1968 года, установив одну из самых долгих диктатур в Европе.
На Ближнем Востоке тем временем происходили иные перемены. Королевство Ирак обрело долгожданную полную политическую независимость от британского колониального правления и вступило в Лигу наций в качестве суверенного государства. В Японии наступление националистов и военных кругов на хрупкие демократические институты становилось все более стремительным и агрессивным. В феврале 1932 года провалился заговор, целью которого было устранение ведущих либеральных и умеренных политических деятелей страны. Однако уже в мае группа молодых морских офицеров совершила успешное дерзкое покушение, застрелив премьер-министра Инукаи Цуёси прямо в его резиденции. Это убийство стало переломным, судьбоносным моментом, после которого военные фактически получили возможность оказывать решающее, неоспоримое влияние на формирование правительственной политики, и либералы надолго замолчали. В Соединенных Штатах Америки на президентских выборах 1932 года убедительную, сокрушительную победу одержал кандидат от Демократической партии Франклин Делано Рузвельт, который для борьбы с последствиями Великой депрессии обещал американскому народу масштабную, беспрецедентную программу реформ, известную в истории как «Новый курс». «Только неразумный оптимист может отрицать мрачную реальность момента», заявит он во время своей инаугурационной речи, обращаясь к напуганным соотечественникам. «Страна просит действий, и действий немедленных». Эти слова стали манифестом новой эпохи в американской истории, ознаменовавшей решительный отказ от классического либерализма в пользу активного государственного вмешательства в экономику и создания социальных гарантий. Германия к началу 1933 года оказалась в глубоком политическом тупике. По итогам предыдущих парламентских выборов кресло в Рейхстаге поделили между собой нацисты, социал-демократы и коммунисты. И все они питали друг другу глубочайшую ненависть и взаимное недоверие, что делало работу парламента практически невозможной. В январе 1933 года престарелый президент Пауль фон Гинденбург, пытаясь покончить с перманентным надоевшим всем политическим хаосом, назначил нового канцлера, лидера нацистов Адольфа Гитлера. Многие в политическом истеблишменте, включая самого Гинденбурга, полагали, что более умеренные и опытные консервативные политики смогут обуздать радикализм Гитлера и использовать его популярность в своих узких целях. Однако радикальных идей у Гитлера было в избытке, а амбиций еще больше, и он не собирался становиться марионеткой в чужих руках. Он пришел, чтобы править. Адольф Гитлер, уроженец Австрии, в годы Первой мировой войны добровольцем ушел на фронт и служил ефрейтором в германской армии. Был награжден Железным крестом за храбрость, хотя и не дослужился до офицерского чина. После войны он возглавил в Мюнхене небольшую маргинальную националистическую группировку «Немецкую рабочую партию», которую вскоре переименовал в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, сокращенно НСДАП. Программа этой партии представляет собой гремучую смесь из крайнего агрессивного этнонационализма, полного и бескомпромиссного отрицания условий Версальского мирного договора, враждебности к капитализму и крупному бизнесу, а также неистовой патологической ненависти к евреям. Именно евреев Гитлер цинично объявил главными виновниками всех бед Германии и прежде всего ее позорного поражения в Первой мировой войне. Легенда об ударе ножом в спину, согласно которой непобедимая германская армия якобы была предана внутренними врагами, евреями и социалистами, становится его главным идеологическим оружием в борьбе за умы разочарованных немцев. Многие из глубинных мрачных убеждений Гитлера о необходимости создания Германской империи и захвата жизненного пространства за счет низших рас на Востоке были открыто без купюр изложены во втором томе его политического манифеста «Майн Кампф», опубликованном еще в 1926 году. Миллионы немцев, разочарованных в традиционных политических партиях и отчаявшихся найти выход из экономического кризиса, поверили Гитлеру, который оказался блестящим оратором и умелым, циничным демагогом. Многие представители среднего класса, боясь потерять свои накопления, видели в нацистах единственную политическую силу, способную не допустить прихода коммунистов к власти и предотвратить угрозу социальной революции. Теперь, когда Гитлер оказался у руля государственной власти, события начали развиваться с головокружительной, почти кинематографической стремительностью. В феврале 1933 года голландский коммунист Маринус ван дер Люббе поджег здание Рейхстага в Берлине
И хотя он действовал в одиночку, а не в составе какого-либо заговора, нацистское руководство немедленно объявило это попыткой государственного переворота и началом коммунистического мятежа. Чрезвычайным декретом о защите народа и государства в стране немедленно приостанавливалось действие всех гражданских и политических прав, что фактически означало введение чрезвычайного положения без ограничения срока. Коммунистов, лидеров профсоюзов и других противников режима бросили в тюрьмы, их газеты были закрыты, а деятельность Коммунистической партии Германии фактически запрещена. В марте в Германии состоялись новые парламентские выборы, в ходе которых политические оппоненты нацистов подвергались систематическому давлению и террору со стороны военизированных формирований, штурмовых отрядов СА и эсэсовских подразделений СС. Нацистская партия набрала 44% голосов и, опираясь на поддержку консервативных союзников, смогла установить фактический контроль над Рейхстагом. В конце месяца был принят так называемый «Закон о чрезвычайных полномочиях», который фактически освобождал Гитлера от любых конституционных ограничений и сложной системы сдержек и противовесов, заложенных в Веймарской конституции. Отныне он мог издавать новые законы, не советуясь ни с Рейхстагом, ни с престарелым президентом Гинденбургом. И эта законодательная база открыла ему путь к установлению абсолютной, неограниченной диктатуры. 1 апреля 1933 года нацистское руководство организовало однодневный общенациональный бойкот всех еврейских предприятий, что стало первым массовым актом государственного узаконенного антисемитизма. К концу лета того же года в Ораненбурге и Дахау открылись первые концентрационные лагеря, предназначенные для содержания политических противников режима. А деятельность всех политических партий в Германии, за исключением нацистской, была официально и окончательно запрещена. Следующей крупной мишенью Гитлера стал ненавистный Версальский договор. Публично он отверг выплату унизительных военных репараций и категорически отказался признавать пресловутую статью о вине за развязывание войны, возлагавшую на Германию всю полноту ответственности за начало Первого мирового конфликта. Втайне от международного сообщества он отдал приказ о широкомасштабном, тотальном перевооружении Германии, проводимым в обход всех версальских ограничений на численность армии и вооружений. О создании Люфтваффе, германских военно-воздушных сил, уже знали все. Парк боевых самолетов рос на 60 машин каждый месяц, и это драматичное, почти вызывающее возрождение духа национализма и милитаризма в Германии стало фактом, который уже невозможно было отрицать. Выступая на конференции по разоружению в Женеве, германская делегация официально заявила о своих притязаниях на полный военный паритет с вооруженными силами Франции и, получив категорический отказ, демонстративно покинула зал заседаний. В том же месяце Гитлер объявил о выходе Германии из Лиги наций, и для этой международной организации это стало вторым сокрушительным ударом за год. Ранее, в феврале, доклад Лиги наций относительно вторжения Японии в Маньчжурию был, наконец, представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, и от Японии официально потребовали вывести войска с захваченных территорий. В ответ на это Токио с вызовом заявил о собственном выходе из Лиги наций, что означало фактический крах принципов коллективной безопасности, заложенных в Версальской системе. Мировой порядок, который был призван беречь мир и предотвращать новые конфликты, трещал по всем швам, и его институты демонстрировали полную неспособность противостоять вызовам того времени. Лишь считанные единицы из числа иностранных дипломатов и политиков находили время для того, чтобы вдумчиво изучить «Майн Кампф», политический манифест Гитлера, в котором он откровенно, без прикрас, излагал свои экспансионистские планы. Одни видели в этой книге лишь бессвязный бред и графоманство, другие же – серьезный повод для глубокой тревоги и пересмотра отношения к германской политике. В Великобритании член парламента от консервативной партии Уинстон Черчилль, один из немногих прозорливых политиков, предупреждал о мрачной диктатуре в Германии и возрождении ее воинственного духа. Однако его голос оставался гласом вопиющего в пустыне, и его не слушали. В начале 30-х годов ни в Лондоне, ни в Париже не было ни малейшего желания вступать в какую-либо конфронтацию с Германией, и этому было множество причин. Травма Первой мировой войны была слишком глубока и свежа, а в европейских обществах царил абсолютный пацифизм и категорическое неприятие любых форм милитаризма. Британская общественность все чаще задавалась мучительным вопросом:
Не был ли Версальский мир слишком жестоким и несправедливым по отношению к Германии? Может быть, претензии Гитлера – это не более чем попытка восстановить историческую справедливость и снять с Германии неоправданные ограничения. К тому же Великая депрессия привела к радикальному сокращению военных расходов в обеих странах, и это означало, что ни Великобритания, ни Франция попросту не готовы к ведению крупномасштабной войны. Францию и вовсе сотрясал политический шторм. За 3 года в стране сменилось 10 правительств. Уровень национального дохода упал на 30%, а расходы на оборону сократились на четверть. Тем не менее, французское военное командование работала над масштабным оборонительным проектом, который, по их глубокому убеждению, должен был обеспечить национальную безопасность на долгие годы вперед. Это была знаменитая линия Мажино, строительство которой продолжалось. В самих Соединенных Штатах Америки в те годы широчайшую поддержку находили идеи изоляционизма и явное нежелание ввязываться в какие-либо политические или военные обязательства за пределами западного полушария. США по-прежнему не входили в Лигу наций, и это решение пользовалось поддержкой большинства избирателей, которые не хотели воевать за чужие интересы. Столкнувшись с катастрофической безработицей, охватившей четверть трудоспособного населения страны, президент Рузвельт целиком и полностью сосредоточил все свои усилия на решении внутренних экономических проблем, полагая, что внешнеполитическая активность может лишь отвлечь ресурсы от программы нового курса. В июне 1934 года Гитлер приказал начать беспощадную чистку в рядах штурмовиков СА, знаменитых коричнево-рубашечников, которые на протяжении всех предыдущих лет были его главной ударной силой на улицах немецких городов. Насилие и тактика запугивания, которые систематически применялись штурмовиками, стали ключевым фактором восхождения Гитлера к власти. Но теперь, когда все политические противники были разгромлены, штурмовики сделали свое дело и стали лишь раздражать армейскую элиту, чьей поддержкой фюрер дорожил гораздо больше. В ходе событий, вошедших в историю под мрачным названием «Ночь длинных ножей», верхушка СА во главе с Рёмом была арестована и расстреляна без суда и следствия, что продемонстрировало всему миру беспощадную жестокость нового режима и его готовность уничтожать даже бывших союзников ради укрепления собственной власти. С 1932 года в Австрии был установлен правый однопартийный режим во главе с канцлером Энгельбертом Дольфусом, который видел в австрийских нацистах прямую угрозу своей власти, а потому объявил их партию вне закона и развернул против нее жестокие репрессии. В июле 1934 года австрийские нацисты, действуя при поддержке из Берлина, совершили дерзкое покушение и убили Дольфуса. Это убийство должно было стать сигналом к государственному перевороту и немедленному объединению Австрии с Германией, аншлюсу. Путчисты рассчитывали на непосредственную военную помощь со стороны Гитлера, однако у Бенито Муссолини на этот счет были совершенно иные планы. Для итальянского дучче Австрия являлась важнейшим буферным барьером, отделявшим Италию от растущей германской военной мощи, и он не собирался допускать ее аннексию. Муссолини оперативно стянул итальянские войска к перевалу Бреннер на австрийской границе, открыто угрожая военным вмешательством в случае малейшей попытки аннексии. Поскольку вооруженные силы Германии в тот момент все еще были крайне слабы и не готовы к серьезному конфликту с Италией, Гитлер был вынужден отступить, и нацистский путч в Австрии потерпел полный крах. В августе 1934 года на своем посту скончался 86-летний президент Германии Пауль фон Гинденбург. Как герою войны и выдающемуся государственному деятелю, ему устроили пышные государственные похороны с воинскими почестями, сравнимыми с императорскими. Старый фельдмаршал был последним человеком, который еще как-то сдерживал Гитлера и служил воплощением преемственности и легитимности Веймарской республики. Теперь этим барьерам пришел окончательный конец. Гитлер, не теряя времени, стремительно упразднил пост президента, объединив его полномочия со своими в новой сверхмогучей должности фюрера германского государства и народа. 20 августа 1934 года вступил в силу новый закон, согласно которому все офицеры вооруженных сил и все государственные служащие отныне обязаны были приносить присягу не на верность Конституции или государству, а на личную, безусловную верность Адольфу Гитлеру,
что окончательно превращало Германию в государство с абсолютной личной диктатурой. В октябре 1934 года король Югославии Александр I прибыл с официальным визитом во Францию. Александра по праву считали ключевой объединяющей фигурой для молодого югославского государства, созданного после Первой мировой войны на обломках Австро-Венгрии. Но прямо в порту Марселя, на глазах у многочисленных потрясенных свидетелей, он был смертельно ранен болгарским террористом, состоявшим в связанной с усташами организации. В ходе последовавшей перестрелки был также убит министр иностранных дел Франции Луи Барту, что стало тяжелым ударом по французской дипломатии и усилило напряженность в международных отношениях. Той же осенью в Лондон пришли тревожные вести о том, что германская армия выросла до 300 тысяч человек, что являлось тройным нарушением ограничений, установленных Версальским мирным договором, и Берлин не собирался останавливаться на достигнутом. Британское правительство, наконец, осознав масштаб угрозы, сделало первые робкие шаги к перевооружению, обязавшись в течение 4 лет сформировать 40 новых эскадрилей Королевских военно-воздушных сил. В декабре 1934 года по попыткам ограничить мировую гонку вооружений был нанесен еще один чувствительный удар. Япония официально объявила, что не намерена продлевать Вашингтонское морское соглашение, подписанное еще в 1922 году. Этот договор устанавливал жесткое соотношение тоннажа британского, американского и японского флотов как 5 к 5 к 3, что японцы теперь расценивали как оскорбление своего статуса великой державы и как дискриминационную меру. Впрочем, один из высокопоставленных офицеров японского флота указывал на то, что этот договор мог быть даже выгоден Японии, особенно если учесть, насколько колоссальным промышленным и судостроительным потенциалом обладали Соединенные Штаты, и что разрыв соглашения может спровоцировать гонку вооружений, которую Япония не выдержит. Этим офицером был контр-адмирал Исароку Ямамото, будущий архитектор внезапного нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, который уже тогда, за 7 лет до трагедии, понимал весь риск конфронтации с Америкой, но подчинялся приказу своего командования. Мир медленно, но неуклонно двигался к новой катастрофе, и ни одна из великих держав не могла остановить этот роковой процесс, хотя некоторые уже начинали прозревать, но было слишком поздно для легких решений. На этом наша история заканчивается. Если вы досмотрели до самого конца, значит вы из тех, кто способен видеть картину целиком и мыслить длинными историческими дистанциями. Ставьте лайк, если было интересно, и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий масштабный разбор.